Почему лимфа может застаиваться? Как ускорить ток нашей лимфы в организме? Как составить свой рацион питания для того, чтобы наша лимфатическая система работала хорошо? Меня зовут Виктория Андерсон, я датский нутрициолог, диетолог и автор книги «Гармония счастья через осознанное питание». Сегодня мы поговорим, как вы уже поняли, о лимфатической системе. Об этой системе очень мало говорят. И мы с вами сегодня на очень простом, доступном языке эту тему обсудим. Лимфатическая система – это сестра нашей кровеносной системы. Отличие в том, что кровеносная система разносит все полезные вещества, а лимфатическая система, наоборот, выводит все плохие вещества, скажем так, это токсины, лишняя вода, лишние соли. Лимфатическую систему, если можно так грубо назвать, канализационная система, которая выводит из организма все ненужное. Лимфатическая система в течение суток очищает 2 литра крови. Она двигается со скоростью 1-2 сантиметра в час. Очень медленно, но все это у нас происходит. И лимфатическая система, она за счет того, что выводит все шлаки, и если вдруг она перестает работать, то человек проживет не более чем 24 часа. Почему? Потому что наш организм получит токсический шок, и это ведет к летальному исходу. 80% иммунитета зависит от состояния нашей лимфы. И если лимфатическая система начинает где-то как-то плохо работать, то у нас возникают проблемы с кожей, у нас проблемы с желудочно-кишечным трактом, появляется целлюлит, пигментные пятна, и вообще организм будет просто-напросто полон токсинов, а это очень и очень опасно. Почему о лимфе так мало говорят? Ну, во-первых, очень тяжело сделать анализ и как бы увидеть, в каком состоянии наша лимфатическая система находится. Эти анализы делаются, как правило, в стационаре. И зачастую человек, попадая в больницу, в госпиталь, и когда ему делают доскональные все анализы, узнает о каких-то плохих, серьезных, может быть, даже неизлечимых заболеваниях. А так, если вы пойдете в поликлинику, вам сделают общий анализ крови, по которому посмотрят ваши лейкоциты. И если у вас будет какое-то отклонение от нормы, то это, опять же, говорит еще не обязательно о проблемах с лимфатической системой. Это могут быть и какие-либо другие проблемы с вашим здоровьем. К счастью, мы знаем, что у проблем с лимфатической системой есть определенные симптомы, на которые нам всем необходимо обращать внимание. Это хронические ларингиты, хронические гаймориты, хронические циститы, проблемы с желудочно-кишечным трактом, например, вздутие живота, образование газов, метеоризм с таким, знаете, зловонным запахом. Очень резкий делается запах пота. Тоже на это все нужно обратить внимание. В нашем теле от 500 до 700 лимфатических узлов, которые работают как фильтры, очищая нашу лимфу от патогенов. И в них находятся иммунные клетки, которые и борются с инфекцией. Именно поэтому, когда мы с вами болеем, то наши лимфатические узлы увеличиваются в размере. Очень важно знать и помнить о том, что именно лимфатическая система оберегает нас от онкологических заболеваний. Именно по лимфатической системе расходятся все метастазы, когда рак переходит от одной стадии в какую-то другую. Что же нам с этим совсем делать и какие звоночки могут быть насчет того, что у нас есть проблемы с лимфой? Помимо того, что я уже озвучила, симптомы, да, мы сейчас будем с вами разбираться, что же такое вредит нашей лимфатической системе. И как эти проблемы решить быстро, легко, в домашних условиях и без каких-либо химических препаратов.
Самое основное и самое ужасное – это то, что сейчас мы мало двигаемся. У нас проблемы так называемой гиподинамии. Если раньше человек должен был сходить на охоту, убить там какую-то птицу, приготовить себе этот обед, для того, чтобы сделать обед, нужны были какие-то овощи, сходить в огород, прополоть. В общем, очень и очень много люди физически трудились. Даже оглянитесь, я не знаю, наше прошлое поколение бабушек, они хорошо физически работали. Сейчас же мы с вами целыми днями сидим за компьютерами. Как только мы отходим от компьютера, мы берем свой телефон, планшет и дальше там в социальных сетях что-то смотрим, кому-то что-то отвечаем, на что-то и так далее. И максимум, что мы с вами делаем в течение дня, это мы встаем, идем к холодильнику покушать или же приготовить себе кофе, чай и так далее. И это страшно. Почему? Потому что наша лимфатическая система работает за счет чего? Она отличается от кровеносной системы тем, что в кровеносной системе есть насос, который качает кровь, и у нас в лимфатической системе абсолютно нет такого насоса. Она существует у нас за счет нашего движения, когда мы двигаемся, мышцы сжимаются, да, и также от диафрагмы, от глубокого дыхания. А мы с вами, когда сидим за компьютером, то это может быть и в таком положении, и наша диафрагма полностью как бы ущемлена, скажем так, зажата. Поэтому и идет вот эта вот лимфатическая система, работает она гораздо хуже, медленнее, мы все зажимаем. Помимо этого, мы еще с вами сидим, сложа ножки или ноги не в подвижном состоянии, опять же, пока мы сидим и работаем. А лимфатическая система, она двигается снизу вверх. И мы пока сидим в таком вот спокойном положении и с нашей зажатой диафрагмой, мы только усложняем работу лимфы. Поэтому нужно обязательно ввести такое правило для себя. Час посидели, пошли немножечко погуляли, я не знаю, по офису, или же поприседайте 10 раз, или что-то займитесь чем-то, какой-то физической активностью, хоть что-нибудь. Кстати, напишите, а как вы вот свой рабочий день делаете более активным? Мне будет очень интересно в комментариях почитать, что вы делаете, когда отходите от компьютера, для того, чтобы немножечко подвигаться. Что еще убивает лимфу в нашем 21 веке? Это химикаты. Вот эти все моечные средства, шампуни, дезодоранты, это все чистая химия. И поэтому нужно обязательно покупать продукты более дорогие, которые со значком «эко». И эти продукты химические, они более щадящие для вашего организма. Не забывайте об этом. Это важнее как бы немножко больше заплатить, но при этом оставаться здоровым. Еще такой фактор. Водно-солевой баланс. Это важнейший компонент нашего здоровья. Водно-солевой баланс нарушается, если мы с вами употребляем огромное количество всевозможных таких продуктов, которые как полуфабрикаты, готовые соусы, вот эти все колбасы копченые, вся вот эта прелесть, которая продается в деликатесных, так скажем, отделах, готовая продукция, она, как обычно, всегда пересолена, и в ней находится неимоверное количество скрытых солей. Тоже обращайте на это внимание. Лучше пищу не досолить, а посолить уже прямо в тарелке. Попробовали, на вкус вам хорошо или недосольно, чуть-чуточку можно присолить. Это будет гораздо более полезно, чем вы пересолите свое блюдо или же купите какой-то полуфабрикат в супермаркете. Осторожно с обезвоживающими напитками, такие как алкоголь и кофе. Естественно, все можно умеренно, в умеренных количествах. Мы все любим кофе и все любим, или большинство из нас, какое-то хорошее вино или коктейль иногда, да? Но опять же нужно помнить о том, что это должно быть иногда, если это кофе, то не больше 3 чашечек в день. Ну а про вино это отдельная тема для разговора. Химия в продуктах. Да-да, мои хорошие, я не оговорилась.
Читайте, научитесь читать этикетки и не доверяйте на все 100% производителям, особенно если вы живете в Восточной Европе. Потому что в Скандинавии, например, у нас очень и очень такой высокий контроль качества, и все там боятся что-либо нарушить, вообще никто ничего не нарушает. Даже продукты, которые уже с этикеткой на сниженную цену, у нее еще есть срок годности где-то 2 недели. Но сейчас не об этом. Но когда вы научитесь читать этикетки, вы увидите, сколько в продукте находится чего, какого компонента. Например, в сосисках там даже и мяса-то нет, может быть какая-то соя, все. Поэтому, а у нас, например, в Дании, если я покупаю сардельки не в лавке мясной, а вот в супермаркете, то всегда написан процент мяса. Вот я вчера купила куриные какие-то внукам сосиски, там было 96% мяса. Понятное дело, что 4% должны быть какие-то, я не знаю, связывающие, да, компоненты, такие там, как, может быть, крахмал или что-то еще, там соль, такой вот перец, но мясо 96%. Поэтому читайте, смотрите, какой есть состав вашего продукта, который вы кладете к себе в вашу корзину. Очень и очень важно, чтобы меньше было этих химикатов, которыми мы травим свой организм и этим самым убиваем нашу лимфу. Из своего рациона питания обязательно уберите абсолютно все, потому что именно быстрые, легкие, их еще так называют, углеводы, вызывают в нашем организме хронические воспаления. А хронические воспаления приводят непременно к заболеваниям, ослабляют нашу иммунную систему, которая живет в нашей лимфе. Что такое быстрые углеводы? Это каши быстрого приготовления, знаете, залил водичкой, все, и готово. Белые булочки, хлеба из пшеничной муки, выпечка государственная, да, которая продается в супермаркетах также. Обязательно все это убрать из рациона. И сейчас мы с вами поговорим, так что же делать, как же нам быть, для того, чтобы наша лимфа работала хорошо, и мы себя великолепно чувствовали, и как составить наш рацион более полезным. Ну, начнем мы с нашего активного образа жизни. То есть его нужно как-то привнести при нашем сидячем рабочем дне. Обязательно выходите на улицу и хотя бы час в течение дня гуляйте на свежем воздухе. Выходите на остановку раньше к вашей работе и пройдите эти 5-10 минут пешком. Вместо лифта поднимайтесь по ступенькам, тоже у вас уже будет какая-то физическая активность. В перерывах между вашей офисной работой за компьютером, опять же, читаем комментарии, что вы делаете. Можно поприседать, можно походить, можно ножки размять, ручки размять, как-то какую-то, знаете, там зарядочку сделать, и это тоже будет хорошо. Если вы разговариваете по телефону, как это делаю я постоянно со своими клиентами, которые особенно онлайн у меня, я никогда не сижу с телефоном. Я всегда хожу по дому, особенно если никого дома нет, то это вообще никого не смутит. Или же по офису ходите и разговаривайте. Вы делаете неимоверное количество шагов. Поверьте мне, я вот так могу находить и 20 тысяч шагов, пока у меня консультации в течение дня. Так что это тоже своего рода хоть какая-то физическая нагрузка, скажем так. Второй пункт нашей программы – это вода. Обязательно нужно соблюдать водный режим, потому что 95% нашей лимфы состоит из воды. И если мы не будем пополнять наш организм чистой, свежей водой, про которую мы уже говорили неоднократно, то как мы не будем стараться, наша лимфа не будет очищаться, и наш организм будем делать таким, как я говорю, заквашенным. Поэтому вода обязательно должна быть, чистая вода, и как рассчитать ее я тоже напишу под этим видео.
Дыхательные практики, их сейчас миллион, и можно посмотреть любое видео на YouTube-канале, и если вам понравится это упражнение или этот комплекс, вы его можете делать. Вот именно глубокое дыхание должно быть, а не поверхностное. Именно поэтому дыхательные практики очень-очень важны для нашей лимфы. Вакуум живота тоже прекрасно. Что еще хорошо? Контрастный душ, лимфодренажный массаж чудесно можно делать периодически. Если нет денег на лимфодренажный массаж, то купите себе какую-то щетку, и после того же контрастного душа можно снизу вверх прямо вот себя так погладить, и тоже разгоните немножечко лимфу, поможете своему организму таким образом. Хорошее упражнение тоже можно сделать, но его нужно делать стоя. Вдохнуть хорошо полной грудью и приподнять вот так вот плечики. И потом на выдохе опускаем плечи вниз. И это делаем одновременно. Тоже очень хорошее упражнение. Китайцы придумали чудесную систему простукивания. Тоже великолепное простукивание снизу вверх. Это легко делается, всем понятно, и для этого не нужно там проходить какие-либо курсы. Из натуральных продуктов очень хорошо разжижает лимфу корень солодки. Но помните, корень солодки стимулирует также еще и выработку кортизола, поэтому его нужно заваривать с утра и пить натощак. И ни в коем случае не вечером, иначе вы не сможете уснуть, потому как кортизол, вы понимаете, это гормон стресса и бодрости. Если уж у вас совсем все плохо, вы отекшие, у вас прям явные такие признаки, что задержка жидкости в организме есть, целлюлит у вас, кожа в плохом состоянии, вялость, то вам можно пропить курсом препарат, он тоже натуральный и состоит из естественных компонентов, там химии никакой нет, и он называется Застирин Ультра. Дорогие мои, помните о том, что с возрастом наша лимфатическая система начинает работать хуже. И вот эти все шлаки, они могут у нас накапливаться в нашем организме. И именно поэтому прежде всего движение, движение, движение. И мы не должны впадать в эту гиподинамию, мы должны с вами, в каком бы мы возрасте ни были, особенно после 60, мы должны с вами двигаться и обязательно прислушаться к моим советам. Я надеюсь, они были очень просты, доступны и понятны. Спасибо, мои хорошие, что сегодня были у меня в гостях, за то, что вас становится у меня все больше и больше. Всех вас люблю и желаю вам всем крепкого-крепкого здоровья, счастья, мира. И помните о том, что здоровье всегда только в наших руках. И поэтому нужно всегда прислушиваться к своему организму и предпринимать какие-то решения на ранних стадиях каких-либо симптомов. Замечайте их и прислушивайтесь ко всему. С вами была Виктория.